Ядовитые змеи могут править джунглями и пустынями, но некоторые животные осмеливаются бросить им вызов и побеждают. Представьте себе паука, который охотится на змей в 30 раз превышающих его по размеру. Какие еще существа без страха противостоят этим смертоносным рептилиям? Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о 20 бесстрашных животных, которые заставляют даже ядовитых змей спасаться бегством. Птица-секретарь. В саваннах Африки, к югу от Сахары, птица-секретарь уверенно охотится на ядовитых змей прямо на земле. В отличие от большинства хищных птиц, она наносит мощные и быстрые удары своими длинными, мускулистыми ногами. Каждый такой удар может превышать вес ее тела в 5 раз. Толстая чешуйчатая кожа на ногах защищает птицу от укусов, позволяя ей без особого риска противостоять таким опасным змеям, как кобры и шумящие гадюки. Сила, ловкость и природная защита птицы-секретаря делают ее одним из немногих животных, способных бесстрашно доминировать над змеями. Каймановая черепаха. Каймановые черепахи, особенно кусающиеся и грифовые черепахи, это грозные пресноводные хищники Северной Америки. Хотя существует всего 2 вида, они могут питаться как водными, так и сухопутными змеями. Эти крупные черепахи-долгожители устраивают засады, неподвижно замирая в мутной воде. Большинство встреч со змеями происходит под водой, где черепахи атакуют мощными челюстями, чтобы поймать водных змей. Из-за их толстого панциря и древних инстинктивных черт змеи стараются избегать встреч с ними. Опоссум. Опоссумы могут казаться безобидными и медлительными, но у них есть преимущество перед змеями. Ядовитые змеи обычно избегают опоссумов вместо того, чтобы вступать с ними в прямое противостояние. Это связано с тем, что опоссумы очень живучи, главным образом благодаря своей сильной иммунной системе. Существует 126 видов опоссумов, но только один из них обитает в Северной Америке. Этот вид устойчив к яду таких змей, как гремучие змеи и медноголовые щитомордники. Даже если опоссума укусят, он выживет, что делает его трудной мишенью для змей. Змеи предпочитают не рисковать и уползать прочь, а не связываться с опоссумом, который может дать отпор. Опоссумы также используют хитрую защиту, они притворяются мертвыми. При угрозе они обмякают и выделяют неприятный запах, который отпугивает хищников, помогая им оставаться в безопасности. Вы когда-нибудь видели, как опоссум притворяется мертвым в реальной жизни? Какова была ваша реакция? Пишите в комментариях и общайтесь со мной. Далее вы узнаете, как некоторые пауки справляются со змеями, которые намного больше их самих. Как им это удается? Пауки. Некоторые пауки умеют искусно справляться со змеями, например, австралийский редбэк и вдовы. Редбеки плетут сложные паутины и обладают сильным нейротоксичным ядом. Хотя в основном они ловят насекомых, они могут справляться и с молодыми сетчатыми коричневыми змеями, что гораздо сложнее. В США и других регионах черные и коричневые вдовы используют липкую паутину, чтобы аккуратно поймать змей в ловушку, и вводят яд, чтобы безопасно их обездвижить. Эти пауки могут справляться со змеями из самых разных семейств, включая такие виды, как коралловые и гремучие змеи. Несмотря на то, что эти пауки меньше своей добычи, они добиваются успеха благодаря быстрому опутыванию паутиной, точным укусам и эффективному яду. Обезвредив змею, они выделят ферменты, которые помогают им в процессе питания. Более крупные пауки, такие как птицеед голиаф с размахом лап до 28 см и сильным ядом, могут справляться со змеями еще большего размера. Леопарды. Леопарды пугают змей, потому что они сильные, быстрые и умные охотники. Они живут в Африке и некоторых частях Азии и бесшумно передвигаются в дикой природе. Когда змея пересекает их путь, леопарды стремительно атакуют, используя острые когти и мощные челюсти, чтобы убить ее до того, как они будут укушены. Хотя у них нет иммунитета к яду, их скорость и мастерство обычно уберегают их от опасности. Змеи, будучи хладнокровными, избегают неприятностей и быстро уползают, если чувствуют присутствие леопарда. Даже крупные змеи, такие как питоны, стараются держаться от них подальше. Голодные леопарды без колебаний поймают змею ради еды и часто затаскивают свою добычу на деревья, чтобы спокойно поесть. Дикий кабан. Дикие кабаны, известные в науке как сус скрофа, славятся своей выносливостью и приспособляемостью. Их рацион в основном состоит из корней, плодов, желудей и растений, но они также едят змей, как неядовитых, так и ядовитых, например, гремучих змей. Их толстая прочная шкура служит естественной броней, защищающей от укусов. Острые клыки помогают им копать землю и защищаться, позволяя безопасно справляться со змеями.
Во время поиска пищи дикие кабаны также перерывают почву и растительность, что может разрушать места обитания змей и сокращать количество доступной для них добычи. Благодаря своей силе и повадкам в поиске пищи, кабаны оказывают значительное влияние на популяцию змей. Если это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить наши следующие путешествия. И если вас это впечатлило, подождите, пока вы не увидите, как скрытная рыжая рысь использует скорость и точность, чтобы перехитрить одних из самых смертоносных змей в дикой природе. Рыжая рысь. Перенесемся с небес на лесную подстилку. Рыжая рысь, Lynx rufus, это умелый североамериканский хищник, который охотится на ядовитых змей, таких как гремучие змеи и медноголовые щитомордники. Когда пищи не хватает, она ловко переключается на змей. Благодаря острому зрению и чуткому слуху она улавливает малейшие движения в подлеске и приближается бесшумно. Рысь атакует стремительно, способная прыгать на расстояние до 3,6 метра и развивать скорость до 56 км в час. Несмотря на отсутствие иммунитета к яду, рыси демонстрируют высокое мастерство в обращении со смертоносными змеями. В Аризоне был снят случай, когда рысь схватила гремучую змею за шею и унесла ее, продемонстрировав смелость и точность. Их стратегия проста — использовать скрытность, атаковать быстро и опережать свою ядовитую добычу. Богомол. Богомолы — искусные охотники, которые время от времени могут застать врасплох небольших змей. Они используют тактику скрытной засады, оставаясь неподвижными и сливаясь с окружающей средой, пока цель не приблизится. Затем с невероятной скоростью они используют свои сильные передние лапы, чтобы аккуратно захватить и удержать добычу. Богомолы бесстрашны и упорны даже во время размножения. Обычно они питаются различными насекомыми, но также могут справляться с более крупными существами, такими как ящерицы, лягушки и мелкие птицы. Их хватка достаточно сильна, чтобы удерживать добычу крупнее их самих, что делает побег практически невозможным. Хотя богомолы являются эффективными охотниками, их взаимодействие со змеями носит двусторонний характер. Змеи, будучи хладнокровными, могут быть более уязвимы во время сильной жары, что дает богомолам преимущество, когда змеи менее активны. Виргинский филин. Этот филин уверенно справляется со встречами со змеями, включая те, которые могут быть весьма рискованными. Полевые наблюдения показывают, что эти филины охотятся на самых разных змей, от безобидных подвязочных змей до более опасных видов, таких как водяные щитомордники и прерийные гремучники. Что делает эту птицу удивительной, так это ее бесшумный подход. Виргинский филин использует свои широкие крылья, чтобы бесшумно пикировать сверху, заставая добычу врасплох. Как один из самых крупных и сильных видов сов в Америке, оказавшись достаточно близко, филин наносит мощный удар своими острыми когтями, крепко усмиряя змею. Затем следуют быстрые движения клювом. Эти точные действия обычно быстро останавливают змею или лишают ее возможности защищаться. Благодаря своей скрытности, силе и точной технике, виргинский филин является настоящим ночным охотником. В следующий раз, когда вы услышите уханье совы, помните, что она может выслеживать змею в тени. Бродячие муравьи. В Центральной и Восточной Африке бродячие муравьи, также называемые муравьями сафари или дарилус, передвигаются огромными колониями численностью до 22 миллионов особей. Их быстрые скоординированные действия способны одолеть практически кого угодно, включая змей. Эти муравьи обычно ищут насекомых, но нападают и на мелких животных, если те медлительны, ослаблены или пойманы врасплох. Они создают временные гнезда, сцепляясь своими телами и постоянно находятся в движении. Хотя здоровые змеи часто замечают их приближение и уползают, численность и скорость муравьев представляют собой серьезную угрозу. Комодский варан. Комодский варан, скорее всего, одержал бы верх в схватке со змеей, даже с такой ядовитой, как королевская кобра. Будучи самой крупной из ныне живущих ящериц, его размеры и сила дают ему преимущество в ближнем бою. Комодские вараны также являются умелыми охотниками, которые используют всю свою мощь при столкновении с добычей. Их жесткая толстая кожа обеспечивает определенную защиту от змеиного яда, помогая им выживать после укусов, которые могли бы погубить других животных. Их укус очень силен, а слюна содержит яд и бактерии, поэтому даже если змея не погибнет сразу, последствия укуса со временем ослабят ее. Более мелкие и быстрые змеи могут избегать атак и отвечать защитным укусом. Однако в большинстве случаев размер, решительность и укус комодского варана дают ему преимущество.
Изменило ли какое-то из этих бесстрашных животных ваше представление о том, как природа поддерживает баланс? Поделитесь своим любимым победителем змей в комментариях. Мангуст. Мангуст — одно из немногих животных, которые уверенно противостоят ядовитым змеям, например, кобрам. Его преимущество заключается в молниеносных рефлексах и выверенных движениях. Он ловко уклоняется от выпадов, изматывая змею, прежде чем нанести точный смертельный укус. Густой мех и свободная подвижная кожа мангуста помогают защитить его от змеиных укусов, из-за чего клыкам труднее добраться до чувствительных зон. Что еще более примечательно, мангусты обладают естественной устойчивостью к яду. Их нервная система снижает воздействие яда, поэтому то, что погубило бы большинство животных, оказывает на них минимальное влияние. Это взаимодействие — яркий пример коэволюции. По мере того, как у змей развивался более сильный яд, у мангустов совершенствовались защитные механизмы. Это непрерывный природный вызов, в котором обе стороны адаптируются и улучшаются. Смелое поведение мангуста вдохновило Редьярда Киплинга на создание рассказа «Рикки-Тикки-Тави» об отважном мангусте, защищающем семью от кобр. Хотя эта история вымышлена, она отражает реальную стойкость и мужество этих животных. Крокодилы. Крокодилы входят в число самых могущественных высших хищников, известных своей невероятной силой, прочной броней и челюстями, способными сжиматься с давлением более 210 кг на квадратный сантиметр. Эти качества позволяют им справляться со многими животными, включая змей. В дикой природе наблюдалось, как крокодилы охотятся на различных рептилий, включая такие ядовитые виды, как шумящая гадюка, лесная кобра и черная мамба. Их толстая чешуйчатая кожа обеспечивает естественную защиту, а тактика засады делает их крайне эффективными в ближнем бою. Будь то в мутной воде или в засаде на берегу реки, они мастерски застают добычу врасплох. Однако динамика хищник-добыча не всегда односторонняя. В таких регионах, как Юго-Восточная Азия и Южная Америка, крупные удавы, такие как сетчатый питон и зеленая анаконда, как известно, охотятся на небольших крокодилов и заглатывают их, меняясь с ними ролями. В таких местах, как Эверглейдс во Флориде, где обитает много питонов, крокодилы также могут иногда питаться этими змеями. Результат этих встреч зависит от размера, времени и окружающей среды, показывая, что даже у самых сильных хищников есть уязвимые места. Дикобразы. Когда думаешь о естественных угрозах для змеи, можно ожидать встречи с крупным хищником или ядовитым животным. Удивительно, но дикобраз, известный своим медленным темпом и спокойным нравом, обладает мощной защитой, которой избегают многие змеи. Его острые, подобные иглам колючки, служат естественной защитной броней, способной проткнуть кожу змеи, если та попытается напасть. Если змея попытается укусить, она рискует запутаться в колючках, что причинит ей сильную боль и создаст крайне сложную ситуацию. При угрозе дикобраз поворачивается спиной к хищнику, подставляя свой покрытый иглами зад. Эта защита создает практически непробиваемый барьер, значительно усложняя задачу для атакующей змеи. Даже самые настойчивые змеи, как правило, избегают столкновений с дикобразами. Орлы. Когда речь заходит о хищниках, которых змеи инстинктивно избегают, орлы занимают одно из первых мест. Обладая настолько острым зрением, что они могут заметить малейшее движение с огромной высоты, даже сквозь густые кусты, орлы имеют колоссальное преимущество. Заметив змею, они пикируют на впечатляющей скорости, используя свои мощные когти, чтобы быстро схватить и обездвижить добычу. Некоторые орлы специализируются именно на охоте на змей. Обыкновенный змееяд парит и осторожно зависает в воздухе, прежде чем нанести внезапный удар. Бурый змееяд выбирает в качестве цели опасных змей, таких как шумящие гадюки и черные мамбы, обычно целясь в голову, чтобы избежать травм. Черногрудый змееяд способен справляться со змеями длиной примерно до 80 сантиметров, стремительно налетая сверху. Чтобы оставаться в безопасности, у многих из этих орлов на ногах развилась прочная чешуйчатая броня для защиты. Их стратегия охоты проста — быстро целиться в голову и не давать змее возможности ответить. Медоеды. Обитающий в Африке и некоторых частях Азии медоед является одним из самых смелых охотников на змей в животном мире. Несмотря на свои небольшие размеры, он часто успешно справляется с ядовитыми змеями. Обладая толстой и свободной кожей, медоед может выкрутиться и освободиться, даже если его укусят, восстанавливаясь после атак, которые остановили бы большинство других хищников. Плотный и сильный, он прекрасно приспособлен для преследования и одоления опасной добычи.
Что по-настоящему выделяет медоеда, так это его устойчивость к яду. Благодаря уникальной мутации в ацетилхолиновых рецепторах змеиный яд оказывает сниженное воздействие на его нервную систему. Хотя медоеды не обладают абсолютным иммунитетом, они часто выживают после укусов, которые были бы смертельными для многих других животных. Во время охоты медоед использует хитрую тактику, например, блокирует выходы из нор или изматывает змею, прежде чем нанести точный укус в голову. Он охотится на одних из самых смертоносных змей, включая шумящих гадюк и кобр, помогая контролировать их популяцию. Сочетая в себе выносливость, интеллект и устойчивость к яду, медоед является грозным противником для змей. Хотите увидеть больше невероятных историй из мира животных? Нажмите кнопку подписки и включите уведомления, чтобы никогда не пропустить дикие приключения. Еноты. Еноты — это легко адаптирующиеся всеядные животные, известные своим интеллектом и впечатляющей ловкостью лап. Их рацион обычно включает фрукты, орехи, насекомых, раков, лягушек и мелких млекопитающих, но при случае они также могут охотиться на змей. Хотя змеи не являются регулярной частью их рациона, еноты без колебаний воспользуются возможностью полакомиться такой добычей. Наблюдалось, как они охотятся как на неядовитых, так и на ядовитых змей. Используя свои ловкие передние лапы и острые когти, еноты справляются со змеями и обезвреживают их с удивительным мастерством. В редких случаях еноты использовали посторонние предметы, такие как камни или обломки, чтобы обезвредить змей перед нанесением решающего укуса. Эта умная тактика помогает снизить риск получения травмы и демонстрирует их способность решать сложные задачи. Такая приспособляемость подчеркивает изобретательность енота. Хотя обычно они предпочитают менее опасную добычу, они используют любой доступный источник пищи, особенно в периоды ее нехватки. Койоты. Давайте вернемся в Северную Америку и познакомимся с одним из самых умных и легко адаптирующихся животных – койотом. Койоты – непревзойденные мастера выживания. Будь то в лесу, пустыне или в черте города, они находят способы процветать. Их рацион включает самую разнообразную добычу, в том числе и змей. Койоты быстры и стратегически гибки. Хотя в основном они питаются кроликами и грызунами, змеи также появляются в их меню. Койоты играют важную роль в экосистемах, особенно в районах с большим количеством гремучих или подвязочных змей. Охота на змей требует осторожности, так как у койотов нет иммунитета к яду. Они используют свою скорость, чтобы кружить вокруг змеи и изматывать ее, прежде чем нанести быстрый и точный укус в голову. Койоты также очень яростно защищают свое потомство. Если змея приблизится к их норе, койоты будут защищать своих щенков, чтобы сохранить их в безопасности. Обладая мощными челюстями, острыми зубами и способностью быстро бегать, койоты буквально созданы для выживания. Росомаха. Росомаха известна как одно из самых выносливых и свирепых животных. Несмотря на небольшие размеры, она знаменита своей силой и бесстрашием. Росомахи способны добывать животных, превосходящих их по размеру, включая оленей. Они также питаются более мелкими существами, такими как змеи, мыши, кролики, лягушки, черви и птицы. Росомахи созданы для суровых испытаний. У них короткие сильные лапы, густой мех, позволяющий выдерживать холод, и мощные челюсти, способные дробить кости. Они прекрасно лазают по деревьям и плавают, что позволяет им преследовать добычу в самых разных условиях. На деревьях, переправляясь через реки и не только. Змеи, как правило, стараются избегать росомах при любой возможности. Помимо охоты, росомахи являются экспертами в поиске падали. Они часто пользуются остатками трапезы других хищников. Их бесстрашный характер позволяет им даже прогонять более крупных хищников, чтобы забрать их пищу. Росомахи в основном живут в холодных и отдаленных регионах, таких как северные леса и заснеженные горы. Им требуются огромные территории, так как они постоянно находятся в движении и поиске пищи. Вороны. Вороны могут показаться не самыми типичными охотниками на змей, но их интеллект и командная работа делают их серьезной угрозой для рептилий. В отличие от более крупных хищников, вороны полагаются на хитрую тактику, а не на грубую силу. Одной из ключевых стратегий является групповая атака – моббинг. Обнаружив змею, особенно небольшую, вороны нападают стаей. Это сбивает змею с толку и лишает ее шансов на побег. Несмотря на свои скромные размеры, вороны используют острые клювы и когти, целясь в самые уязвимые места, такие как глаза и голова змеи. Вороны очень яростно защищают свои гнезда. Если змея угрожает их птенцам, они прогоняют ее.
Их коммуникативные навыки позволяют им призывать подкрепление, превращая случайную встречу в скоординированную операцию. Они также запоминают змей и их повадки, что помогает им действовать эффективнее в будущем. Эти птицы также используют инструменты, иногда сбрасывая на змей камни или палки сверху. Они не просто реагируют на угрозы, а активно охотятся на змей в период гнездования, разыскивая их норы и заставляя змей покидать обжитые места. Вороны способны отличать ядовитых змей от неядовитых и соответствующим образом корректировать свою тактику. Они обучают свое потомство тому, каких змей следует избегать, а с какими можно вступить в противостояние, передавая важные знания для выживания. Вороны также сотрудничают с другими птицами, такими как сойки и пересмешники, чтобы атаковать змей большими группами, что представляет собой редкий пример межвидового взаимодействия. Их непрекращающееся преследование и крики вызывают у змей сильнейший стресс, вынуждая их уползать подальше от ключевых территорий, что влияет на популяцию змей даже без прямого уничтожения. Природа наделила 20 удивительных животных инструментами для борьбы даже с самыми ядовитыми змеями. Эти хищники используют самые разные стратегии. Одни полагаются на силу, как комодские вараны и крокодилы, другие — на скорость, как рыси и леопарды, в то время как вороны и еноты делают ставку на интеллект и командную работу. В следующий раз, когда вы увидите одно из этих животных, помните, что они — эксперты природы по охоте на змей, чей облик и повадки формировались миллионами лет эволюции и борьбы за выживание. Если вам понравилось это путешествие среди бесстрашных охотников на змей, подписывайтесь и делитесь в комментариях, какое животное удивило вас больше всего. А вы знали, что некоторые животные охотятся на змей, значительно превосходящих их по размеру, или используют командную работу для достижения успеха? Пишите нам в комментариях и смотрите другие наши видео об удивительном поведении животных и их стратегиях выживания.